Паразиты медленно убивали огромного слона, но то, что сделал человек, поразило всех. Дорогие зрители, напишите в комментариях, где вы находитесь. Приятного просмотра. В бескрайних просторах африканского заповедника Крюгера, где раскаленная земля уходит за горизонт, а редкие деревья отбрасывают короткие тени под палящим солнцем, существует мир древнего равновесия, вечной борьбы и тихой гармонии жизни и смерти. Здесь каждое живое существо занимает свое место в огромной системе природы. В этом месте служил человек по имени Томас, рейнджер, посвятивший свою жизнь защите дикой природы. Для него этот заповедник был не просто работой, он стал судьбой и смыслом жизни. Каждый его день начинался с долгих патрулей по пыльным дорогам, где он наблюдал за животными, спасал раненых и пресекал действия браконьеров. Со временем Томас научился понимать саванну как открытую книгу. Он знал, где стадо слонов приходит к воде, в каких местах антилопы скрываются от хищников и по каким тропам старые буйволы выходят к водопою. Он стал частью этой земли, ее внимательным хранителем. То утро началось, как обычно. Томас ехал по знакомому маршруту, внимательно изучая следы на земле, когда вдруг заметил нечто странное. В стороне от дороги, среди сухой травы, лежало огромное неподвижное тело. Сначала он подумал, что это жертва браконьеров, но опыт подсказывал не спешить с выводами. Он остановился, вышел из машины и осторожно приблизился. И вдруг он заметил слабое движение, едва уловимое, как последний вдох. Томас замер. Медленно, стараясь не шуметь, он подошел ближе. И тогда он увидел глаз. Большой, тусклый, наполненный болью и молчаливой просьбой о помощи. Это был слон. Но перед ним лежал не величественный гигант, а его изможденная тень. Его массивное тело ослабло. Кожа обтянула выступающие кости, а движения почти исчезли. Это было зрелище настоящей трагедии. Могучее животное, оказавшееся на грани гибели. И все же в его взгляде еще теплилась жизнь. В этот момент сердце Томаса сжалось. Он узнал этого слона. Это был старый самец по имени Кибо, которого давно знали работники заповедника. Когда-то он был лидером стада и спокойно проходил через равнины, внушая уважение всем вокруг. И теперь его судьба зависела от одного решения человека. Томас вспомнил, что в машине есть запас еды и воды, который он всегда возил с собой на случай спасения животных. Возможно, именно это поможет слону продержаться. Он осторожно вылил воду рядом и отступил, наблюдая. Подойдя ближе, он увидел страшную картину. Кожа слона была покрыта паразитами, крупными клещами, впившимися в плоть. Но это было не самое ужасное. В боку зияла глубокая рана, внутри которой шевелились личинки. Они разъедали ткани, причиняя невыносимую боль. Картина была настолько тяжелой, что трудно было смотреть. Но Томас уже принял решение, он не мог оставить это существо умирать. Он немедленно связался по рации с ветеринарной службой и сообщил координаты. Через некоторое время прибыла команда специалистов с оборудованием. Первым делом они усыпили слона с помощью мощного транквилизатора, чтобы безопасно провести обследование. Осмотр показал причину страданий Кибо. В его теле находилась пуля, след выстрела браконьеров. Именно она вызвала сильное воспаление и инфекцию, которая ослабила организм и позволила паразитам распространиться. После обследования стало ясно, нужна срочная операция. Ветеринары начали сложное вмешательство, которое длилось более часа. Они аккуратно вскрыли ткани, остановили кровотечение, извлекли пулю и очистили рану от паразитов. После операции слона перевезли в специальный центр реабилитации. Начался долгий путь восстановления. Первые дни были критическими. Кибо почти не вставал, и никто не был уверен, что он выживет.
Но постепенно состояние улучшалось. С каждым днем он становился сильнее, начинал подниматься и двигаться. Между ним и Томасом появилась особая связь. Слон начал узнавать своего спасителя, реагируя на его голос и приближение. Он спокойно подходил ближе, когда слышал знакомые шаги. Прошло несколько месяцев, и истощенный гигант снова стал сильным и уверенным. Его движения вернули прежнюю мощь. Настал день, когда его решили вернуть в дикую природу. Когда ворота открылись, слон не сразу ушел. Он сделал несколько шагов, остановился и обернулся. Его взгляд был долгим и осмысленным, словно он что-то понимал. В этом взгляде читалась благодарность. Прошли годы. Томас продолжал службу, и однажды во время патруля он увидел стадо слонов. Среди них был крупный самец с характерным шрамом. Это был Киба. Рядом с ним шли другие слоны, а неподалеку держались молодые особи. Он подошел ближе и посмотрел на машину. В этом взгляде было все: память, сила и спокойная благодарность. Так завершилась история, начавшаяся с одного поступка и ставшая доказательством того, что даже в суровом мире дикой природы есть место доброте. Дорогие зрители, поделитесь своим мнением в комментариях.